Здравствуйте, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Сегодняшнее мое видео для вас – это подробный правовой разбор сюжета громадське, который называется «Я тихо посміхаючись, точив ніж». Чому затягується суд у справі вбивства Ирины Фаріон? Ссылку на это видео громадского вы увидите в описании к этому моему видео. О чем здесь нужно говорить, сказать и что здесь нужно понять, друзья. Нужно понимать, что этот репортаж Громадского, вышедший недавно. Мы знаем, что сегодня у нас 1 мая и уже идет суд, очередное судебное заседание в деле Фаріон. Так вот, этот репортаж вчерашний Громадского – это не объективный журналистский материал. Это классический пример медийного давления на суд, которое может напрямую привести к вынесению ошибочного обвинительного приговора в Шевченковском районном суде Львова по делу номер 466/12-967/24 в отношении Вячеслава Зинченко. Мы сейчас посмотрим несколько фрагментов из этого сюжета Громадского, и потом я продолжу свой комментарий. А що тим часом робиться? Зокрема, довкола суду я про це тут багато не буду, але я ось що до чого. Що ворог панує тут, у Львові, в нас. Так от, закликаю кожного з нас набратися злости, люти, сили і виганяти звідси, з нашого Львова, отих москворотих клятих тварюк, які тут нам не дають жити. Браво! Друзья, это первый из отрывков из этого сюжета Громадского. И что именно сюжет Громадского показывает нам и как он построен. Авторы сюжета сосредотачиваются на, так сказать, затягивании процесса. Главный акцент. Обвиняемый Зинченко якобы отказывается от адвокатов, из-за чего заседания переносятся, а семья потерпевшей, в частности, дочь София Особа, переживает дополнительную боль. И еще там рассказывается о других причинах затягивания процесса. Как это интерпретирует Громадский. Давайте посмотрим еще один из отрывочков. Я думаю, за день це нічого не зміниться. І знову вони щось придумають, що відтягнути судові дебати. Це таке акторська майстерність їхня, що відтягнути вирок. Це було продумано виходити з голодування і просити на задоволення. Я вважаю, що так. Це було продумано, так само, як було продумано вчора зумлівати і говорити, що він бідний нещасний. Друзья, это было про оттягивание процесса по интерпретации Громадского. И тому подобные сентенции там сплошь и рядом. Поэтому давайте перейдем к интерпретации, к моему анализу всего этого, что нам демонстрируют львовские СМИ, в том числе и Громадский. Так вот, параллельно показывается, кроме того, что София Особа говорит о затягивании процесса, о том, что активисты на могиле Фаріон клянутся выгнать русскоговорящих из Львова, параллельно показывают агрессивное поведение сторонников Вячеслава Зинченко, обвиняемого у суда, и их оскорбления в адрес журналистов.
Звучат слова «твари», звучат пожелания смерти, и создается таким образом в сюжете Громадского четкий эмоциональный нарратив, что убийца тянет время, сторонники Зинченко — это проявление русского мира, что суд должен наконец-то поставить точку и вынести суровый приговор. И такая подача не случайна. Она формирует общественное мнение еще до окончания судебных дебатов и провозглашения приговора. Почему вот все это, что представлено в сюжете Громадского, является недопустимым давлением на суд? Согласно статье 129 Конституции Украины, судьи при осуществлении правосудия независимы и подчиняются только закону. Любое внешнее влияние на них запрещено. Статья 376 Уголовного кодекса Украины прямо устанавливает уголовную ответственность за вмешательство в любой форме в деятельность судьи с целью помешать выполнению им служебных обязанностей или добиться вынесения неправосудного решения. Что делает сюжет Громадский? Во-первых, нарушает презумпцию невиновности. Статья 62 Конституции, статья 17 УПК Украины. Пока приговор не вступил в законную силу, Зинченко обвиняемый, а не убийца. А медиа уже вынесла ему приговор и представляет отказ от адвокатов не как реализацию Зинченко права на защиту, а как циничную тактику затягивания. Далее. Громадский создает атмосферу травли, показывая агрессию у суда и связывая ее исключительно с одной стороной. Материал косвенно обвиняет суд в слабости, если тот не ускорит процесс и не вынесет справедливый, так сказать, а точнее, что они ожидают обвинительный приговор, что вкладывают в смысл справедливого. Громадский. Судья же, видя такой репортаж, оказывается под психологическим прессом. Любой перенос заседания или удовлетворение ходатайства защиты будет восприниматься как потворство убийце и предательство памяти Фарион. И, наконец, сюжет Громадского игнорирует реальные процессуальные проблемы. В реальности переносы заседаний часто связаны не только с действиями обвиняемого, но и с необходимостью обеспечить эффективную защиту. Согласно статье 59 Конституции, статьям 20, 46, 49 УПК, обвиняемый имеет право отказаться от конкретных адвокатов при утрате доверия, конфликте интересов или иных основаниях. Суд обязан это уважать и не может механически продавливать процесс. Я со своей стороны неоднократно указывал в своих разборах и в судебных дебатах, что в этом деле системно нарушается право Зинченко на защиту. Ему отказывают в приобщении ключевых доказательств, алиби из телеграмм, записей о давлении в СИЗО. Ему отказывают в дополнительных экспертизах, баллистической, лингвистической, а также у него есть проблемы с доступом к материалам дела. Эти нарушения – безусловное основание для отмены возможного обвинительного приговора в апелляции и кассации.
Как такое медийное давление, в частности, с помощью сюжета Громадского, приводит к ошибочному приговору? Когда суд работает в условиях мощного общественного и медийного резонанса, особенно по делу с ярко выраженным национально-политическим подтекстом, Фарион публичная фигура с радикальными взглядами, возникает так называемый эффект толпы. Судья подсознательно или сознательно начинает ориентироваться не только на закон и доказательства, но и на то, как его решение воспримет общественность, СМИ и активисты. Риск вынесения неправосудного решения резко возрастает. Впоследствии такой приговор почти гарантированно будет отменен вышестоящими инстанциями. Но обвиняемый уже отсидит годы, а доверие к судебной системе упадет еще ниже. Европейский суд по правам человека неоднократно указывал в делах вроде Бассеми против Италии, Куприянов против Кипра и других, что чрезмерное медийное давление и предвзятая кампания в СМИ могут нарушать право на справедливый суд. Статья 6 Конвенции. В украинской практике аналогичные ситуации уже приводили к скандальным отменам приговоров по резонансным делам. Здесь же мы наблюдаем ровно ту же схему. Что же должно делать правосудие вместо этого? Суд обязан обеспечить реальное право на защиту, а не формально закрывать дело. Суд обязан рассмотреть все ходатайства защиты по существу, включая те, что касаются недопустимости доказательств, полученных с возможным нарушением закона, давлением в СИЗО, признание под давлением и так далее. И суд обязан игнорировать внешнее давление от СМИ, активистов, политиков и даже семьи потерпевшей. Мое требование, как юриста, который детально знаком с материалами дела, прекратить медийную истерию и дать суду работать спокойно и независимо. Только тогда приговор, каким бы он ни был, будет иметь шансы устоять в вышестоящих инстанциях. Тем более нужно учитывать, что приговор выносится именем Украины. Украина не может стоять и выносить приговоры на ложных основаниях. Иначе Украины не будет. Друзья, если вы за реальное правосудие, а не за правосудие по эмоциям и медийному шаблону, ставьте лайк, делитесь этим видео и пишите в комментариях свое мнение. Оно важно. Подписывайтесь на канал. Продолжаем следить за процессом. Поддержать независимый юридический анализ можно по реквизитам. Они находятся в описании под этим видео и в первом закрепленном под видео комментарии. С вами был юрист Валерий Табаков. Следим за делом вместе. Закон должен быть выше эмоций.